Всем привет! Мы, как обычно, говорим о разработке, и сегодня я бы хотела обсудить такую тему, как стоимость разработки с нуля в 2025 году. Как и в прошлом году, разработка с нуля– это достаточно дорогостоящий процесс и зависит от множества неочевидных факторов, которые мы сегодня, кстати, будем обсуждать. Будем мы с вами обсуждать также и более очевидные факторы, как то часовая ставка, так что оставайтесь с нами, и я вам расскажу много чего интересного. Конечно же, разработка с нуля– это понятие очень растяжимое, поэтому бюджеты могут тоже варьироваться, но 100% вам не удастся организовать разработку с нуля какого-то полноценного решения дешевле, чем за, ну, например, 10 тысяч долларов. Да? В целом реалистичные бюджеты будут исчисляться десятками и сотнями тысяч долларов. Конечно же, здесь я говорю о разработке полноценного решения, а не о разработке MVP. Тут немаловажно сделать акцент на том, что на рынке огромное количество команд, и все они будут деливерить разные результаты за разные бюджеты. И тут на этом этапе, поскольку разработка с нуля– это в любом случае будет дорогостоящий процесс, искать такую команду, действительно, которая будет подходить именно вам и с которой вы будете совпадать по ценностям, которая сможет вам заделиверить те результаты, которые соответствуют потребностям именно вашего бизнеса. Вот, потому что на самом деле может быть по-разному. Есть команды, которые заточены под качество, есть команды, которые заточены под бюджетные решения, поэтому здесь важно иметь это в виду. Если вы хотите работать с агентством разработки, с аутсорсингом, то, скорее всего, вас интересует вопрос часовых ставок. И надо сказать, что часовые ставки варьируются на сегодняшний день, как, собственно, это было всегда, да, и находятся в диапазоне от 35 до 70 долларов за час работы специалиста. Есть исключения, конечно, есть рейты немножко дешевле, есть рейты немножко дороже. Если они дороже, то это, как правило, связано с эксклюзивностью услуг. Может быть, это консалтинг, может быть, это какие-то специфические вопросы в разработке, например, безопасность, да, вопросы безопасности стоят достаточно дорого. В таких случаях могут быть отличия. Ну что, давайте поговорим о том, что будет влиять на часовую ставку разработчика. В первую очередь, конечно же, это уровень разработчика, и понятно, что разработчик, который обладает большим опытом работы, у него будет более высокая зарплата, и, естественно, это будет отражаться на его часовой ставке, она будет выше. Но технология и роль разработчика, они, конечно же, могут влиять, но не всегда это так происходит, и там могут быть всякие нюансы, зависит от контекста. Приведу такой пример. Традиционно час работы верстальщика, человек, который верстает, да, интерфейсы, она дешевле, чем час работы высококвалифицированного фронтенд-разработчика, да. Но если мы, например, высококвалифицированному фронтенд-разработчику дадим задачу верстать, то, конечно же, это будет иметь более высокую часовую ставку, но за счет того, что это более опытный разработчик, он, возможно, заделиверит нам задачу быстрее и с более высоким качеством. Соответственно, возможно, на общей стоимости, да, на бюджете это никак не скажется. Локация разработчиков, конечно же, будет играть роль. Традиционно разработчики из Европы имеют более высокие часовые ставки, чем разработчики из Индии и Африки. Но надо сказать, что последние годы этот тренд, он спадает, и на самом деле вот разница и эта граница, она размывается и становится уже не такой очевидной. А, как можно было забыть? Разработчики со знанием английского, они, конечно же, традиционно будут иметь более высокую часовую ставку. Тут все понятно, их применение просто немножко шире, и это влияет как на их зарплату, так и, собственно, на часовые ставки, по которым они работают. Далее, конечно, важно отметить и те факторы, которые будут влиять на трудозатраты. Таких факторов достаточно большое количество имеется. Важно понимать, что они есть, потому что они не всегда очевидны. И первый достаточно важный такой пункт– это процессы. Так вот, команды, в которых хорошо налажены процессы разработки, они традиционно вам будут предлагать более высокие бюджеты на свою работу. И происходит это за счет того, что те самые процессы, они требуют времени. Но вы как заказчик, вы как продукт-оунер или стейкхолдер будете на выходе получать результат с более высоким качеством. Там будет лучше прогнозируемость, там будет лучше качество, поддерживаемость и такие факторы, которые впоследствии будут очень сильно влиять на эксплуатацию, работу, поддержку и такие вещи, с которыми вы будете ежедневно сталкиваться. Поэтому команды, в которых налажены процессы, это очень круто, очень хорошо. Важно понимать, в каких ситуациях уместно с такими командами работать. Потому что есть ситуации, когда уместнее поискать команды, которые заточены на более бюджетную разработку.
То, как выстроена коммуникация и процесс получения обратной связи от стейкхолдеров к команде, от пользователей к команде, конечно же, тоже будет влиять на трудозатраты. И чем более эффективно эта коммуникация выстроена, тем более эффективно работает эта команда. То есть это просто возможность команде не совершать каких-то ошибок, которые она бы совершала, если бы ее контекст был не настолько погруженным, не настолько глубоким. Соответственно, конечно же, такая команда будет иметь какие-то оверхеды на коммуникацию, но в результате эта коммуникация способна уберечь от ошибок, которые потенциально могут привести к тому, что команда будет вынуждена тратить огромное количество часов на их исправление. А если вы работаете с агентством по разработке, аутсорсите у кого-то разработку, конечно же, на бюджет будет влиять очень сильно то, как это агентство считает стоимость. Да. Есть агентства, которые предлагают работать по фиксированной стоимости, есть агентства, которые работают на почасовке. И здесь есть такой нюанс. Значит, оценить разработку, особенно если мы говорим про разработку полноценного продукта и разработку с нуля, очень и очень сложно. И, как правило, агентства, когда бюджетируют разработку, они не делают очень подробные оценки, то есть такие вот детальные, да. Почему? Потому что подробная детальная оценка, она требует очень много времени. То есть это, как правило, недели, в некоторых случаях и месяцы. Почему? Потому что ты для того, чтобы оценить финально стоимость, ты должен спроектировать, ты должен для каждой задачи понимать, какие задачи ее будут окружать и как они будут выглядеть. То есть это все такие предположения, которые потом в результате, конечно же, могут не сбыться. Соответственно, тратить такое количество времени на какое-то предположение, гипотетическую версию нашего продукта никто не хочет, потому что поменяем мы одно слагаемое, да, у нас вся оценка сыпется, и она уже нерелевантна, выкидывай, делай новое. Соответственно, агентства, они делают примерные оценки, накидывают какие-то оверхеды, потому что есть всегда риски того, что мы там что-то не заложили, и идут работать. И, в принципе, с точки зрения там траты времени на оценку, это очень справедливо, потому что действительно в процессе оценки ты делаешь такую бестолковую работу. То есть это 100% понятно, что версия продукта, которая будет на выходе, она будет отличаться от той, которую мы оцениваем. Это ввиду очень разных факторов, в том числе не зависящих от команды. Так вот, если агентство продает по фиксированной стоимости, это, конечно же, всегда может быть как-то выглядеть надежнее, понятнее и привлекательнее. Но тут кроются риски. Риски эти выглядят следующим образом. Как правило, та оценка, тот бюджет, они часто бывает так, что они не сбываются. И если они не сбываются, то получается такая ситуация, что в одном варианте у нас проигравший клиент, который заплатил бюджет за большее количество часов рабочих, а получил какой-то меньший результат. И это, наверное, такая неплохое, и это, наверное, такой наиболее предпочтительный результат. Да? Второй результат – это когда оказалось, что агентство что-то недооценило или там действительно что-то поменялось, у нас есть фиксированный бюджет, и мы в него не попали. И теперь нужно решать, кто за это платит, потому что понятное дело, что стоимость формируется там только в этой стоимости – это часы. То есть стоимость проекта – это часы разработчиков. И если агентство недооценило эти часы, оно в какой-то момент начинает платить за ваш проект своим разработчикам из своего кармана. Это никому не понравится, поэтому, конечно же, как правило, заказчик, он тоже может страдать от этой ситуации, там, начиная от того, что могут начинаться какие-то варианты там, интерпретации функционала, могут там, пытаться скостить на вопросы, которые связаны с качеством. В общем, принимать какие-то меры, которые могут негативно впоследствии сказываться на результате. В идеальном случае, если агентство сталкивается с такой ситуацией, мне, конечно, нужно идти к клиенту и говорить ему об этом, потому что это нормально, что такое произошло. Ненормально работать в больших проектах по фиксированной стоимости, потому что это просто шанс себе вот заработать таких проблем и думать, как их решать. Соответственно, конечно же, есть огромное количество техник, которые помогают управлять бюджетом в разработке, но они, как правило, все имеют такой динамичный подход к бюджету. Там это все сводится к тому, что нужно а, мини- э,
Это, как правило, все сводится к тому, что процесс разработки, он, должен состоять из очень маленьких коротких итераций. Эти короткие итерации проще, оценивать, соответственно, у тебя есть всегда маленький бюджет на маленькую итерацию. Там ошибиться сложнее, если ты ошибился, это не так критично, и вот такими маленькими шажками двигаться. Вот, но рассказ, что называется, не про это. Рассказ про то, что, это очень сильно влияет на стоимость и на качество. И если вы работаете с агентством и работаете по разработке с нуля, я рекомендовала бы работать на почасовой основе, маленькими итерациями. Агентству это даст, в общем-то, нужную свободу. Вы сядете в одну лодку, и агентство сможет вам откровенно там рассказывать, что происходит, и вы уже, понимая полную ситуацию, сможете принимать какие-то взвешенные решения. Плюс для вас работа маленькими итерациями – это хорошая возможность менеджить бюджет и там не уходить в какие-то там большие непонятные непрогнозируемые цифры. По факторам, которые будут влиять на стоимость разработки, мне больше добавить нечего. Надеюсь, что это видео было для вас полезно. Если у вас еще остались вопросы по теме, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Всем спасибо, пока.